Всем привет! Вы на канале Вязаная история, меня зовут Юлия. Это видео четвертая заключительная часть по вязанию куколки под солнышко. Более детально куколку показывала в первой части. Сейчас мы уже после третьей части связали полностью куколку, оформили ее и будем вязать платье, цветочек, листики и туфельки. Если вы не видели первой части, переходите в описание под видео, там есть ссылки. Ну а кого куколка уже готова, мы продолжаем дальше ее наряжать. Приятного вязания! Сейчас мы с вами начинаем вязать листики. Смотрите, здесь у меня 5 листочков с вот такой небольшой ножкой из 3 воздушных петель. 5 штук. И 3 листика без ножки. Вяжутся они одинаково. Единственное, то, что здесь уже в конце соединительный столбик на 3 листиках, а на 5 листиках идет еще 3 воздушные петли. Получается, 3 листика без ножки пойдут на цветочек, а остальные пойдут уже на веточку. Давайте сейчас покажу, как вяжется листик, и как раз сделаю себе 3 без ножки. Всего 5 с ножками, 3 без ножки. Зеленым цветом набираем 9 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и 9 петля. Далее со второй петли от крючка мы начинаем вязать 1 столбик без накида. В следующую петлю мы провязываем 1 полустолбик с накидом. Далее вяжем 1 столбик с накидом. По одному столбику в каждую петлю получается у нас идет. Дальше вяжем столбик с 2 накидами в следующую петлю. Провязываем первый накид, второй. Теперь снова вяжем столбик с накидом в следующую петлю. Полустолбик с накидом. Столбик без накида. И в следующую петлю снова столбик без накида. Это у нас последняя петля на цепочке. На одной ее стороне. Теперь мы делаем 2 воздушные петли. Провязываем соединительный во вторую петлю от крючка. И дальше вяжем по второй стороне цепочки ту же самую схему, только сверху вниз. Получается, в первую петлю вяжем 1 столбик без накида. Дальше провязываем во вторую петлю также столбик без накида. Теперь вяжем полустолбик с накидом. В следующую петлю 1 столбик с накидом. Далее столбик с 2 накидами. В следующую петлю столбик с 1 накидом. В следующую полустолбик с накидом. И в последнюю петлю вяжем столбик без накида. Теперь смотрите, что я делаю дальше. Вот отличие. Дальше идет 3 лепестков и 5. Получается, для лепестка с ножкой в первую петлю провязываем соединительный столбик и набираем 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Нить вытягиваем, обрезаем. Для 3 лепестков без ножки мы провязываем соединительный столбик в первую петлю, в воздушную петлю, нить вытягиваем. Обрезаем, оставляя достаточную длину для пришивания. Вот у нас с вами получился такой листик. Со временем они заворачиваются, поэтому я рекомендую их периодически отпаривать.
Перед тем, как пришивать, можно отпарить. Сейчас, видите, он такой прям идеально ровный, но если он полежит немножко, или будете проводить с ним какие-нибудь манипуляции в виде пришивания, то они будут немножко вот так заворачиваться. При желании их можно отпарить, они потом легко принимают свою первоначальную форму. То же самое с лепестками от платья. Начинаем вязать цветок на голову куколки. Делаем коричневым цветом кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем первый ряд 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой столбик. Кольцо затягиваем. Вяжем следующий ряд второй. Провязываем подряд 14 прибавок. Первая прибавка, следующую петлю, вторая и так далее. Всего их 7. Провязали. В седьмой прибавке последний столбик мы до конца не довязываем, оставляем 2 петли на крючке. Коричневую нить выводим на лицевую сторону для обвязки. Присоединяем нить желтого цвета. И следующий ряд у нас будет вязаться желтым цветом за заднюю полупетлю. Начинаем провязывать. Вяжем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Дальше в обратную сторону провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вы смотрите, что получается. Это первый ряд лепестка. Далее в следующую петлю за заднюю полупетлю мы провязываем соединительный столбик. Завершили один лепесток. Дальше в следующую петлю снова вяжем соединительный столбик. Набираем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. В обратную сторону 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем соединительный столбик первый раз и соединительный столбик второй раз. От второго соединительного снова набираем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. В обратную сторону 5 столбиков без накида. Всего мы так провязываем 7 раз, чтобы у нас получилось 7 лепестков. Все, снова соединительный столбик за заднюю полупетлю. Первый раз. И второй раз от второго набираем воздушные петли. Провязываем так ряд до конца. Провязали 7-й лепесток и теперь вяжем одну соединительную. Вот что у нас получается. Вот такая основа цветочка. Дальше уже начинаем вывязывать лепестки. Получается, вяжем по одной стороне цепочки и по второй стороне лепестка. Получается, провязываем в первую воздушную петлю. В первую провязываем 1 столбик без накида. Дальше вяжем полустолбик с накидом. Дальше вяжем прибавку из столбика с накидом. Получается, в одну петлю 1 столбик с накидом. И в эту же петлю второй. Это провязали прибавку. Дальше в следующую 1 полустолбик.
накидом и столбик без накида. Провязываем 2 воздушные петли, столбик без накида во вторую от крючка. По второй стороне здесь уже более отчетливо видно эти столбики. Провязываем в первый столбик без накида, в следующую петлю полустолбик с накидом, в следующую петлю прибавка из столбика с накидом, в следующую полустолбик с накидом, и столбик без накида. В петлю между лепестками провязываем соединительный. Вот такой у нас получился один лепесток. Давайте я покажу второй раз. Вяжем, начиная с первой воздушной петли у основания. Провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю вяжем полустолбик с накидом. В следующую вяжем прибавку из столбика с накидом. Дальше вяжем полустолбик с накидом и столбик без накида. Две воздушные петли, столбик без накида во вторую петлю от крючка. И по второй стороне теперь вяжем 1 столбик без накида, 1 полустолбик с накидом, прибавка из столбика с накидом, полустолбик с накидом и столбик без накида. Дальше вяжем соединительный между лепестками. Вот так мы провязали уже 2 лепестка. Вяжем так все 7. Вот такой цветочек у нас получился. После заключительного 7-го лепестка провязываем соединительный столбик между лепестками, воздушная петля, нить вытягиваем, обрезаем и прячем вот здесь сзади. Вот такой у нас сейчас получился результат. Теперь нужно обвязать серединку за передние полупетли. Получается, присоединяемся в первую полупетлю, набираем 2 воздушные. Первая, вторая. И в следующую петлю вяжем соединительный столбик. Так провязываем весь этот ряд. 2 воздушные петли, соединительный столбик в следующую полупетлю, 2 воздушные, соединительный в следующую. Провязываем ряд, после вяжем соединительный столбик и ниточку прячем с изнаночной стороны. Закончили. Вот такой у нас вышел цветочек. С обратной стороны цветочка я провязываю 1 круг и пришиваю 3 лепестка. Круг примерно по размеру вот этой части, чтобы закрывал коричневую и вот этот не очень симпатичный переход, чтобы цветочек со всех сторон смотрелся красиво. И плюс делаю отверстие, чтобы можно было цепочку продеть внутри. Тоже, думаю, очень хорошо смотрится. Давайте начнем делать кружочек. Набираем кольцо амигуруми и вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Кольцо затягиваем. Следующий ряд вяжем 6 прибавок. Но я хочу, чтобы в следующем ряду были отверстия под цепочку. Поэтому
я вяжу так. Первую прибавку вяжем 1 столбик без накида. И вместо второго столбика без накида в эту же петлю я провязываю воздушную. Дальше уже вяжу вторую прибавку полностью из 2 столбиков. И третью. Теперь провязываю следующую прибавку, четвертую, воздушная петля и 1 столбик без накида. Дальше довязываю еще оставшиеся 2 прибавки, уже полностью. Первая, в следующую петлю вторая. В 2 местах столбики без накида я заменила воздушными петлями. Получилось 12 столбиков. Следующий ряд третий. Вяжем 1 столбик без накида прибавка 6 раз. Провязываем 1 столбик без накида, следующую петлю прибавка. Это у нас воздушная петля, мы просто под нее провязываем прибавку. Второй раз вяжем столбик без накида, в следующую петлю прибавка. Видите, что у нас с вами получилось. Здесь вот такое отверстие осталось. Оно и не сильно большое, и его достаточно для того, чтобы протянуть здесь цепочку из воздушных петель. Дальше вяжем третий раз столбик без накида, прибавка. Четвертый раз под воздушную петлю столбик без накида, в следующую петлю прибавка. Пятый раз столбик, прибавка. И шестой раз 1 столбик, прибавка. В следующую петлю я провязываю соединительный, воздушная петля, вытягиваю нить, достаточную для пришивания. И вот этот кружочек я пришиваю с изнаночной стороны. Не наполняю, просто пришиваю. И у нас вот здесь остались отверстия для цепочки. Все, пришиваем. Я пришиваю изнаночной стороной по кругу. И также пришиваем туда вот эти 3 лепестка, которые без цепочки из воздушных петель. Распределяем первый лепесток, здесь второй, здесь третий. Процесс пришивания показывать не буду, потому что мы с вами уже пришивали и волосы к голове, я показывала. Здесь принцип простой. Все пришили. Вот такой цветочек у нас получился. Теперь нам нужно с вами набрать цепочку из 100 воздушных петель. Но я ее после не обрезаю, то есть оставляю вот такой незакрытой, потому что при необходимости можно либо довязать, либо распустить лишние петли. С другой стороны, где было начало цепочки, я подрезаю ниточку, оставляю только вот такую маленькую короткую. И теперь продеваем эту цепочку через подготовленные места на цветочке. Делаем примерно на середине. И сейчас будем пришивать листики, как на первом. Смотрите, вот по одному листику у меня идет на края. 2 с одной стороны и 1 с другой стороны. Но перед тем, как пришивать, я советую вам сначала прикрепить цветочек к голове. Определить его местоположение, вот он будет примерно вот здесь. Теперь обматываем шишечку. Раз. Вот у нас осталась нить. Обматываем в другую сторону. 2. Теперь получается, что край одной нити у меня как раз лепесточек, который будет смотреть вверх. Здесь край второй нити будет лепесточек, который будет смотреть вниз, как на примере первой куколки. Дальше нужно определить места, где будут располагаться следующие лепестки. Для этого мы берем лепесток и заранее располагаем его за полупетлю, чтобы видеть места, куда пришивать.
Потому что если вы сразу пришьете, потом может оказаться, что лепестки не на тех местах, как, например, вот сейчас. Вот к чему он на середине головы. Поэтому я распределяю их сзади. Получается, 2 у меня будут вот здесь. Для этого я даже уберу где-то, наверное, 4 петли, чтобы лепесток оказался вот здесь сбоку один и сбоку был второй. Вот я их друг с дружкой так немножко завяжу, они будут смотреть один вверх, один вниз, вот здесь, с этой стороны головы. И 3 лепестка я распределю сзади. Один здесь, один здесь, один здесь. Давайте покажу, как пришить. Теперь уже закрываем цепочку после того, как определились с длиной, что вот этого количества нам будет достаточно. Берем лепесток, берем край нашей цепочки. И теперь я пришиваю так, чтобы нитью обхватить вот этот кончик, чтобы он не торчал. Все, теперь с изнаночной стороны листочка я делаю маленький незаметный узел. И прячу этот хвостик проводя иглу через столбики. Точно так же пришиваем все 5 лепестков. Наш цветочек готов. Эти лепестки отпарить, и будет все отлично красиво смотреться. Переходим к вязанию туфелек. Все-таки давайте продолжим сейчас вязать платье. Для этого нужно вначале связать вот таких 15 лепестков. У меня здесь 14, сейчас 15 свяжем вместе с вами. Все вяжутся одинаково. Единственный цвет потом обязательно отпарить, чтобы они приняли нужную форму. Отпарить можно уже после того, как платье будет готово. Потому что иначе, пока будете вязать, все равно будете много-много раз задевать эти листики, и они могут немножко изменить свою форму. Начинаем вязать. Набираем 10 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10-я петля. Начинаем вязать со второй петли от крючка. Вяжем 1 столбик без накида. В следующую петлю также 1 столбик без накида. Дальше вяжем полустолбик с накидом. В следующую 1 столбик с накидом. Далее провязываем прибавку из столбика с накидом. Провязали первый. Второй. Далее вяжем 1 полустолбик с накидом. Три столбика без накида. По одному в каждую петлю. Первый, второй и третий столбик у нас приходится на последнюю петлю по этой стороне цепочки. Набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка вяжем столбик без накида. Теперь в обратную сторону вяжем 3 столбика без накида. Первый вяжем вот в эту же последнюю петлю. Дальше вяжем следующий, второй, третий. Провязываем 1 полустолбик с накидом.
следующую петлю вяжем прибавку из столбика с накидом. Один столбик с накидом в следующую петлю, полустолбик с накидом и 2 столбика без накида. Первый в следующую петлю, второй. Вот такой получился лепесток. Здесь же сразу же провязываем воздушную петлю, нить вытягиваем и обрезаем. Обрезаем сразу же вот этот хвостик, который был изначально на цепочке из воздушных петель. Вот такой получился. Вяжем таких 15 лепестков. На 15 нить не обрываем. Провязали 15 лепесток, нить не обрываем. Теперь смотрите, у нас есть здесь 3 петли. Первая петля это вот последняя, которую мы только что закончили вязать столбик. Вторая петля между ними идет ровно посередине. И третья петля это первый столбик в начале. Сейчас будем провязывать. Вяжем один столбик без накида в эту же петлю, из которой только что закончили. Второй столбик посередине. И третий столбик в первую петлю в начале лепестка. Вот видите, у нас получилось 3 столбика. Дальше, не отрывая нити, мы провязываем все лепестки. Берем следующий, захватываем первый столбик, сразу связываем хвостик, захватываем второй столбик и третий. Все, хвостик ввязали, мы его потом просто обрежем. Берем следующий лепесток, также присоединяемся в начало, провязываем первый столбик, второй в серединку и третий с краю. Вот так это получается. Так вывязываем все 15. Хвостики потом обрежьте. Вот такая сейчас получилась деталь. Мы ее пока что откладываем. В конце последнего лепестка провязываем соединительный столбик, нить закрепляем, прячем. Все, пока она нам не пригодится, начинаем вязать низ платья. Переходим к вязанию зеленой части платья. Платье вяжется снизу вверх. Это его единственный минус, потому что тогда при таком вязании мы не можем довязать при необходимости снизу длину. Я предлагаю вам такой вариант. Смотрите, на этой маленькой куколке ей платьишко отлично подходит, длина хорошо, оно 8 сантиметров у меня. На большой куколке, на вторую она получилась немножко покрупнее, я сейчас буду делать длину 9 сантиметров. Это примерно, считаем, что одна часть идет наверх, коричневую, и 2 части идет на зеленую. Поэтому вы примеряете. Сначала просто на куколке измеряете, какой длины хотите платье. Вот, например, 9 сантиметров. Это будет отличная длина. Здесь можно довязать, получается, 2 части зеленые. Это 6 сантиметров. Если видите, то, что у вас по моей схеме часть зеленая проходит всего лишь на 4 сантиметра, например, то довяжите еще самостоятельно, без прибавок, без убавок, еще пару рядов юбочки. В общем, может быть, сложно объяснила, но это такой простой самый вариант сделать так, чтобы платье сразу же оказалось нормальным по длине. Все, начинаем вязать платьюшко с зеленого цвета. Начинаем с цепочки из воздушных петель, набираем 52 воздушные петли. Набрали 52 воздушные петли, теперь соединяем в круг. Смотрите, чтобы цепочка не перекрутилась. Сразу же вяжем соединительный столбик и набираем 2 воздушные петли. После того, как соединили в круг, нам нужно провязать в высоту 4 ряда по 52 столбика с накидом. В конце каждого ряда провязываем соединительный столбик и 2 воздушные петли.
Вот такая деталь у нас получится. Дальше следующий ряд, пятый, уже идет на убавление. Мы вяжем 12 столбиков с накидом, убавка 3 раза. Первый столбик с накидом я вяжу в эту же петлю, где у нас был соединительный, чтобы столбик был строго над столбиком. Провязали первый, второй, 11 и 12 столбик с накидом. Провязываем убавку. Я провязываю ее таким образом. Убавка из столбика с накидом. Вот так. Один раз провязали, еще 2 раза вяжем 12 столбиков без накида, убавка. Провязали, теперь вяжем оставшиеся 10 столбиков с накидом до конца ряда. В итоге у нас с вами получится 49 столбиков в ряду. Соединительный столбик, 2 воздушные петли и вяжем следующий ряд. Это у нас получается 6-й. В нем мы снова провязываем убавки. 9 столбиков с накидом, убавка 4 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и провязываем убавку. Один раз провязали, еще 3 раза вяжем 9 столбиков, убавка. И теперь довязываем до конца ряда оставшиеся 5 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, соединительный столбик, 2 воздушные петли. Теперь следующие ряды мы вяжем на необходимую нам длину. Сейчас получилось 45 столбиков с накидом. Это как раз то количество, которое нам нужно для обвязывания баски из лепестков. Не торопитесь вязать, это еще не все. Я сейчас еще все расскажу. Смотрите, сейчас у меня здесь 5 сантиметров юбочка. Поэтому я вяжу до 6. Следующий ряд мы вяжем как? Набрали 2 воздушные петли, но теперь вяжем не прямо, как обычно, а разворачиваемся и вяжем в другую сторону. Нам нужно сделать вырез у платья. Получается, это мы провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. 7-й ряд. Развернулись по изнаночной стороне в обратную сторону, провязываем 45 столбиков с накидом. Теперь с этого момента ряды будут поворотные. Первый столбик, второй, третий, четвертый и так далее до конца ряда. Довязали этот ряд до конца. Последний столбик не довязываем, оставляем 2 петли, завершаем коричневым цветом. Потом эти хвостики нужно будет закрепить и спрятать. Набираем 7 воздушных петель. Если у вас пуговичка меньшим размером, то вы набираете меньшее количество. Это у нас будет петелька для пуговицы. Хвостики эти можно сейчас завязать на узелки и в процессе ввязывания лепестков вязать сразу и хвостики. По желанию. Если вам удобнее делать это иголкой, то можно и так. Берем нашу баску из лепестков желтых. Захватываем первый столбик. Количество столбиков на этой баске и в последнем ряду совпадает 45. Захватили первый столбик на лепестках и первый столбик на юбочке. Провязываем вместе. Сейчас в этом ряду нам нужно с вами провязать 45 столбиков без накида. Первый. Также дальше вяжем следующие.
Захватываем, получается, 2 детали, следующий 3, я вот таким образом сразу же ввязываю хвостики. Четвертый. Довязываем так ряд до конца. Ввязали листики. Вот так сейчас это выглядит. Дальше вяжем следующий ряд. Воздушная петля. Вязание разворачиваем. Вяжем в обратную сторону за переднюю полупетлю. Заднюю мы оставляем. Она ничего не дает. При желании можно ей, не знаю, обвязать за нее что-нибудь, какой-нибудь узорчик. Она вот так выделяется, делает немножко такой переход. Поэтому я ее оставляю. Если не хотите, можете вязать за обе стенки. Это не принципиально. Ни для чего эта ниточка потом, точнее, эта передняя полупетля ни для чего не остается. Сейчас мы с вами вяжем ряд 9, 8 это был ряд, где мы ввязывали лепестки. 9 ряд, за переднюю полупетлю вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 9 и 10 столбик. Теперь провязываем убавку, столбик без накида. Коричневым цветом, вот уже 2 ряда мы вяжем столбики без накида. Теперь провязываем 21 столбик без накида. 1, 2, 20 и 21 столбик. Провязываем убавку. И довязываем до конца ряда 10 столбиков без накида. 1, 2. Закончили этот ряд, вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание и в обратную сторону, теперь уже по лицевой стороне, провязываем 43 столбика без накида. Зеленым вязали столбики с накидом, коричневым столбики без накида. Один ряд из 43 столбиков. Довязали этот ряд, воздушная петля, разворачиваемся, вяжем в обратную сторону. 11 ряд, 9 столбиков без накида, убавка 3 раза. Вяжем первый столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и провязываем убавку. Также вяжем еще 2 раза 9 столбиков убавка и довязываем до конца ряда 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 столбик. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Сейчас наше платьишко выглядит вот так. Следующие 3 ряда, это получается 12, 13 и 14, провяжите по 40 столбиков без накида поворотными рядами. Провязали 3 ряда. В следующем ряду, это у нас получается 15, мы уже будем формировать отверстие под лямочки. Начинаем провязывать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На основном ряду пропускаем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Начиная с 9.
Провязываем 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12 столбик. Снова набираем 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, начиная с 9. Вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И теперь нужно вывязать петельку для пуговички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разворачиваем вязание. Следующий ряд 16 вяжется начиная с 8 петли. То есть 7, которые мы набрали для петельки, пропускаем, начиная с 8. Провязываем заключительный ряд. 38 столбиков без накида. За верхнюю сторону цепочки. Довязали ряд до конца, делаем воздушную петлю, нить вытягиваем и закрепляем. Пришиваем пуговички, отпариваем лепестки, платьице готово. Туфельки я связала для первой девочки в коричневом цвете, но сейчас у меня уже довольно пасмурно, поэтому давайте я лучше покажу на зеленом. Может быть, так будет лучше видно. Свяжем зеленым цветом. Ну, вы как хотите. Хотите, вяжите коричневый, хотите зеленый. Можно даже желтые связать. Сейчас вяжем первый ряд, набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 петля. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, в следующую петлю 2, в следующую 3, 4, 5 и 6 столбик. В последнюю петлю на цепочке мы провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше вяжем по второй стороне цепочки. Начинаем провязывать 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5 столбик. В следующую последнюю петлю провязываем прибавку. Закончили первый ряд, получилось 16 столбиков. Последний столбик я отмечаю хвостиком, оставшимся в начале цепочки. Дальше вяжем второй ряд. Прибавку. Пять столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше подряд вяжем 3 прибавки. 1, 2 и 3.
Провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И вяжем подряд 2 прибавки. Первая и в последнюю петлю вторая. Закончили этот ряд, получилось 22 столбика. В третьем ряду провязываем 1 столбик без накида, в следующую петлю прибавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. 1 столбик и прибавка. Второй раз столбик, прибавка. И третий раз 1 столбик, прибавка. Вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Провязываем 1 столбик, прибавка 2 раза. 1 столбик, прибавка. Второй раз 1 столбик, прибавка. Закончили этот ряд. Получилось 28 столбиков. Дальше мы с вами провязываем следующий ряд, 4, за заднюю стенку петель. 28 столбиков без накида. Первый, второй, захватывает только заднюю, третий, четвертый и так далее до конца ряда. Провязали следующие 2 ряда, это 5 и 6, провяжите по 28 столбиков без накида, уже захватывая полный столбик. Я провязала сейчас 2 ряда, это 5 и 6, мне показалось маловато, я провязала еще 1 ряд, 7, также 28 столбиков без накида. 4-й ряд вязать уже будет слишком много, поэтому вот я остановилась на том, что связала 5, 6 и 7 ряд по 28 столбиков. Теперь в следующем ряду нам нужно будет сделать убавки спереди, ровно посередине. Отмечаем серединку на пяточке. Если у вас недостаточно столбиков, то провяжите дополнительные столбики и поставьте маркер ровно посерединке. Все, серединку мы нашли, теперь вяжем. Провязываем 8 ряд, 11 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7, 8, 9, 10 и 11. Дальше вяжем подряд 3 убавки. Первая, вторая у нас находится посерединке, вторая и третья. И снова довязываем 11 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7, 8, 9, 10 и 11. У меня получилась вот такая туфелька. Теперь отмечаем расположение хлястика, который будет на туфельке. Я его буду располагать от 4-го столбика и с этой стороны также присоединюсь.
на таком же расстоянии. Получается, смотрите, вот. Получается, мы закончили этот ряд. Теперь вяжем 4 соединительных столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Теперь набираем цепочку из воздушных петель. Сильно маленькое количество петель набирать не нужно, чтобы оно прям было вплотную на ножке. Иначе вот здесь получится маленький объем, и ножка сюда просто не поместится. Я набрала 13 воздушных петель. Теперь отсчитываем от конца ряда 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Но так, мне кажется, не очень ровно, поэтому я сделаю даже в 6-й столбик. Смотрите, чтобы примерно было вот все симметрично. Мне кажется, 6-й столбик как раз будет ровненько. Сделали соединительный столбик, воздушную петлю, нить вытянули и обрезали. Не торопитесь сначала обрезать, сначала примеряем. Но сначала надо примерить, потому что если вдруг она маленькая, цепочка это, то нужно будет провязать чуть больше. Вот так получилось все отлично. Она не совсем прям вплотную сидит, но при этом и не болтается. Вяжем точно так же вторую туфельку. Этот хвостик обрезаем, закрепляем. На этом все. Мы с вами связали вот такую прекрасную, милую куколку. Надеюсь, от мастер-класса у вас остались положительные впечатления. Вы остались довольны результатом своей работы. Благодарю вас за совместно проведенное время, за то, что выбрали мой мастер-класс. Увидимся с вами уже очень скоро в следующем мастер-классе на другую куколку.